Давайте мы, наверное, беседу какой-то поставим, потому что если мы делаем это сейчас, начинаем этот проект, мы должны сказать, для чего все это В происходит. чем есть ценность работы мозга? Вот то, что мы сейчас пытаемся определить, то, что мы сейчас пытаемся зафиксировать и перевести в материальность. Это по-простому дополнительная стоимость, это по-простому концептуальное проектирование, это по-простому выращивание будущего, когда есть чуть-чуть маленькое зерно и возможные направления развития. Я вижу эти направления развития через призму миллиона проектов, разные культуры, разные народы, разные парадигмы. А теперь мы пытаемся из этого сделать сформулированное конкретное предложение. Что такое концептуальное проектирование, сейчас вы узнаете. Это мое видение было, сейчас твое видение. Браво! Эдуард, ты поставил задачу. На самом деле задача нетривиальная. Вообще просто, так это же нормально, достойно тебя. Неожиданные условия. Он сказал, что если я не смогу оценить его работу, да, то он я будет продам работать за рубль. За рубль. Yeah. То есть он и сделает эту услугу по максимуму. Он сейчас продает мои услуги себе. Посмотрим, какой он продажник. Посмотрим. Ну, как раз я просто говорил о том, что, допустим, ландшафтное проектирование из себя представляет, для меня лично, обывателя, потому что я должен эти вещи рассматривать как обыватель, как потребитель, не являясь, например, проектировщиком, не являясь ландшафтным архитектором, я и не могу, по сути, сформировать какую-то парадигму. Это делать надо так, и у этого есть четкие понимания, почему. Я рассматриваю это как обыватель. В моем представлении ландшафтный дизайн при той, эскизной части он предстает делать меня Богом. Я могу посмотреть на то, что мне нравится или не нравится, и щелкнуть пальцами, говорить, это мне хочется, а это нет. Но далее я, низвергнут с этой позиции, попадаю в действительность, начинаю видеть воплощенно. И здесь, как я представляю события, я думаю, что я могу столкнуться с небольшим разочарованием. И я бы хотел акцентировать ландшафтное тебе, как специалисту, а как мы с этим работаем. То есть, как мы, допустим, с человека с масштаба, можем ему очень хорошо понравиться видеть масштаб, можем нарисовать, например, ландшафтом что-то сверху, он скажет, вот мне это нравится. Это конкуренция в красоте. Красоту продать невозможно. Мое понимание красоты радикально отличается от твоего понимания красоты, от вашего понимания красоты. Если мы конкурируем в понятии красота, это бессмысленное, бесполезное тогда у меня вообще стену. Тогда я должен понять, что мы... Ценности. То есть в том предложении, которое я формулирую, мы находим рычаги развития клиента, его, возможности его влиять на общество положительно. Считываемые нормальные паттерны. Вот я раньше занимался журналистикой, я понимаю, как работает слово. Вот эти моменты я инклюдирую в мою проектную историю. Я понимаю, как работают процессы, плюс-минус, бизнес, не на твоем уровне, но плюс-минус. Я вот эти паттерны вкладываю туда. Я понимаю, как люди воспринимают культуру. Я понимаю, как люди воспринимают плюс-минус политику. Я понимаю, как манипулировать их мнением. И вот эти возможности я закладываю в проект. На простом примере, если ты бизнес и если ты делаешь общественное благо, то это возможность для тебя двигать свои интересы, реализуя общественное благо. Как пример. Если я предлагаю им делать общественное пространство, и если я выращиваю это из потребностей тех людей, которые живут на этом месте, я даю им инструмент как получение лояльной аудитории. Если они могут с ней обращаться, они ее используют. Если не могут, то не используют. Это грустно тогда. Но лояльность им нужна. Если им нужна, например, скорее всего, поддержка администрации, значит, нашим проектом мы должны закрывать некоторые вопросы, которые стоят перед администрацией. Но это же типичный вопрос. Да. То есть вот это рычаги. Рычаги, которые есть в проекте, которые может использовать клиент. И из комплекса таких условностей, в том числе и красивости, это просто базовый вариант. Все, что ты делаешь, должно быть красиво, и это не обсуждается. И складывается проектное решение. И в итоге человек получает не красивую картинку лист, а комплекс возможностей, реализуя проект, который он получает.
И это комплекс возможностей, он растянут, например, по времени. Это забито на этапы проектирования, этапы развития и потенциальные его вообще возможности и амбиции. Например, если он думает, что он не просто человек, а что он род. Это же другая сила, согласен? Нет, мы говорим сейчас, как бы мне хочется взять этот предмет, потому что я, по большому счету, в концептуальном проектировании, я же, как обыватель на него смотрю. То есть, если решать мои социальные какие-то задачи, как просто жители, например, этого пространства, то, скорее всего, это просто ограничивается инфраструктурой. Да, потому что я должен понимать, как бы, просто, что мне стало лучше смотреть, лучше идти, да, лучше сидеть. Да, то есть я как бы в каком-то смысле должен получить просто локацию, на которой я могу присутствовать. Если мы говорим о цепочке, то есть о поиске как раз концепции, это не очень простое место для концепции, несмотря на то, что там есть идеи и так далее. Ее чуть сложнее, тем лучше. Да, ее нужно вытащить оттуда, это абсолютно правильно, потому что там есть совмещение и производственной части, то есть это вот рядом с ландшафтом это очень сложно сочетаемая часть, мне кажется, да, когда мы должны поправить меня. То есть я должен это сейчас почувствовать тоже, да, я хочу понять, есть ли какой-то способ, например, да, интегрировать, помимо, знаешь, рюшечек и завиточков, да, так вот я назову, действительно собрать какую-то концепцию ландшафта, в которой могло бы присутствовать производство, которое бы не просто, знаешь, ландшафт является придатком, а где ландшафт либо полновесно занимает какую-то 50% чаши, да, например, да, либо он является, скажем, вместилищем этого производства, но никак наоборот. То есть, или бустером, или катализатором. Естественно, да, потому что иначе мы будем видеть с тобой как бы вот... В итоге, мне нужно знать о клиенте практически все. По сути, ты сейчас проговорил, что тебе нужно знать его бизнес-процесс, правильно? И ты придешь и типа расскажи мне, а зачем ты делаешь ландшафт? Правильно? Странно. Понимаешь, это как раз вот, если говорить, я не знаю насчет бизнес-процесса, но я думаю, что бизнес-процесс в данном случае я бы рассмотрел как физическое свойство, как вибрация определенного уровня, то есть абсолютно безотносительно содержания, да, просто как если рисунок воспринимать это, то скорее да, что нужно построить все на системе вот этого баланса для того, чтобы едино, не создавать какофонию. Понимаешь, вот я еще раз тот образ, когда вокруг бомбоубежища мы поставили клубы. Значит, попытка социализировать место вот бомбоубежища, вот справа слева клубы стоят. Это не делает ничего с бомбоубежищем. Знаешь, там, предположу, что шоковым могло бы быть там, замена входа на, так сказать, дверь в домик Хоббита. Да, тогда это было бы, может быть, какой-то социальный просто революция. Конечно, да. То есть, поэтому здесь действительно сложная задача, потому что мы видим производство, да, и оно современное. То есть у него есть и история. То есть вот где вот этот стык между, где должна произойти вот эта вот, знаешь, ретроспектива, то есть каким образом эта ретроспектива должна показать себя в ландшафте, где должен быть не кусочек, вот, знаешь, вот латунной таблички, на которой написано, а ранее было вот так. Вот. Ты проговариваешь все вот такие эти антитезы смешные, а я тебе показал, где реальность приходит, вот, их бизнес совмещается с образованием, переходит в конкретную форму, представленную для общественного блага. Вот это. Понимаешь, для меня это пока сложная форма, потому что когда мы касаемся, например, ландшафтного дизайна, ты крупный специалист. Тоже должно быть и с ландшафта. То есть, чем больше у нас информации о клиенте, тем больше мы можем его потребности перевести в формы архитектурные и пейзажные. Это путь. Да. И, например, вот смотри, мы берем просто это место. Мы плюс-минус там что-нибудь знаем об этом месте. И у меня есть стол. Я хочу на нем сделать непонятный орнамент. Какой орнамент я должен выбрать? Тут опять же целеполагание, мне кажется. Знаешь, это на самом деле большой вопрос, что является как бы телеология, цель всего мероприятия, или детерминизм, причина. Да, вообще смысл зажат. Подожди, не усложни. Просто нужно доску вот эту вот закрыть каким-то орнаментом. Лучше не читай. Так либо причину нужно смотреть, для чего это нужно делать, либо цель, что получить от этого. Если у нас вообще никаких данных нет, любой орнамент. Тут просто прямой ответ. Тогда, я должен концептуализировать этот процесс, и рассказать, что делать. Стол, который аутентичен вот в этом месте и содержит нечитаемый орнамент, он будет иметь ценность
и органичность только в том случае, если это, например, традиционные орнаменты вот этих там корейских поселений, которые, ну, там присутствовали. Если мы берем традицию, вообще не ловим ни бизнес-процессы, не простраиваем ничего, а берем и сохраняем традицию. Нам нужно стол покрыть орнаментом. Мы вытаскиваем его из культуры, истории вот этого места. Можно допустить, что мы можем найти в музее, прийти в музей и найти там, я не знаю, на братине там для пива или на куске там женского платья необходимые нам графические паттерны. Ну, можем. Да. Или в том же музее библиотеки. Это единственное для нас решение такой маленькой локальной ситуации. Для того, чтобы дать декоративность, рюшечки вот эти. Рюшечки не могут быть другими. Они не могут быть взяты с интернета. Они Понимаешь, могут вот это то, что только ты говоришь, это язык, которым говорит концепция, или говорит информация, то есть говорит то, что систематизировано внутри ландшафта, ну какое-то ядро. То есть это, опять же, это способ этого сообщения, знаешь, это ну, там, стол с декором какой-то, это вот рюшечка какая-то. Но это не образует концепцию. Да, я решил вообще задачу. То есть я в предыдущих месседжах растянул задачи до предела, а здесь я решил задачу вообще всех рычагов. Просто дизайнерское решение. Ты имеешь в виду, что нужно вот так пойти, что ли? Если нету никаких вводных, никакой информации, а просто ты пришел на место, это чистое место, ты вот, можешь идти просто в историю для того, чтобы делать декоративные решения. Нет, это очевидный путь абсолютно. Да. То есть я же говорю, что должна быть какая-то интеграция между современной, то есть частью, понимаешь, этот город изменился до неузнаваемости. С появлением там вот этого производственного цикла, который там развернут сейчас, он не будет прежним уже. И ландшафт не должен возвращать, мне кажется, он должен предлагать какой-то, знаешь, сохраняя, может быть, при этом какие-то, вот, скажем, факты, да, из того, что было, но при этом он должен предлагать людям вот это состояние, ну, как мне кажется, немножко завтра. То есть мы должны этим способом соединить. Это моя концепция, я бы так сказал. То есть если, потому что только соску, то, что смотрим, там он в середине прямо стоит. И ну как вот там вот мы, допустим, соберем там, не знаю, кто там окажется, Кроненбург, да, вот этот шведы, да, финны, куркиёки, да, то есть какое там наследие действительно. Вот, что является там символом, например. Можно там, не знаю, что финская Википедия, может, там расскажет, знаешь, о куркиёке что-то и так далее. То есть в этом может быть конфликт даже. То есть шведы могут через финнами конфликтовать в этом месте. То есть там может принцип борьбы. Да. Вот ты начал лезть в эту сложную историю, в которой, в общем-то, и борюсь, из которой выращиваю как из пирог. Пирог проекта. Из вот этих вводных, миллионов этих вводных, которые не проговариваются, даже могут не проговариваться, но они просто вшиты туда. И по-другому никак. Это итальянская школа, старая итальянская школа. Хорошо, ну, я даже не знаю, то есть можем как бы сейчас пойти в нарезку в какую-то, мне кажется, это целесообразно, потому что мы сейчас переходим к тому, что здесь начинается какой-то твой профессиональный уже уровень, где нужно заходить. Я со своей базовой частью просто могу к этому подойти. Зачем нарезка? Нет, самый кайф это вот эти вот моменты недопонимания, не вот это, где люди начинают чуть плавать, это огонь. Так нет. Это концептуальное проектирование, это как настоящая жизнь. Как настоящая. Она неоднозначна вообще. Так, понимаешь, здесь тогда вопрос о носительстве. Потому что если, допустим, там, как со слов акционеров, там мало носителей истории, и они не в курсе ни про военные мероприятия. Вот. И тогда этот бизнес делает вот такую вот супер штуку, когда носителей осталось мало, а вот эти вот ребята, они берут и возвращают этому месту силу, здесь может быть, учитывая то, что целью вот этих всех мероприятий можно сделать все-таки, давай несем это досуговая цель. Тут ландшафт решает досуговую цель, это универсаль, да, вокруг которого ландшафт решает недосуговую цель. Он вторичен там, потому что досуговая цель это чуть-чуть дальше, это вот те самые парки, там такие уже, это какие-то леса, там, где происходили какие-то выезды там знатных особ для того, чтобы подышать воздухом и поговорить о, там, не знаю, о Бальзаке или еще о ком-нибудь, да. Значит, это конкретно как сказать, то есть здесь досуговая цель конкретно, да, она не, или я все перепутал, даже заговариваюсь
Нет, ты просто берешь и большую структуру сводишь почему-то до одной минимальной, чтобы, может, было проще думать. Нет, это все, это то, что составляет мир человека. Вот есть человек, вот он маленький, вот, а все остальное составляет его мир. И вот все, что составляет его мир, это и есть архитектура и пейзаж. Я понимаю, И да. все, что она несет. Ну, я говорю, для меня здесь есть сложность. То есть я когда смотрю, например, на синий ангар, да, и выращиваю, мне хочется вырастить максимально высокие там, деревья для того, чтобы синий ангар был как бы отделен. То есть здесь был какой-то зеленый щит, назовем так, да, может быть, даже с одной стороны просто достаточно, чтобы создавать замкнутость ландшафтную, как бы сказать, ландшафтного проектирования, ландшафтной концепции. Потому что, на мой взгляд, когда будет перекликаться неестественный для природы синий цвет с зеленым контрастом там, и так далее, он может быть, ну, как раз вот его и надо подружить, он должен быть интегрирован. И, на мой взгляд, это является сейчас задачей концепции. Задача ландшафтного дизайна подружить синие цветы. Нет, ну это все. Нет. Это как раз делают те ребята, которые делают клумбы вокруг, ну, этих. Ну хорошо. То есть я же и сказал, что это не мой, скажем, профессиональный уровень, здесь ты крупный специалист, я нет. Я как раз этим говорю теперь те свои, наверное, проблемы, которые я могу, как обыватель, с этого или иначе выдать. Потому что, на мой взгляд, там, историчность в отсутствии как бы носителя истории, да, или вовлекать, например, в процесс, то есть что люди внутри этого процесса, они как бы, ну, то есть это живет, потому что они подлинно, у них есть запрос, ну, вот, знаешь, допустим, какие-то имперские, назовем, или там городские амбиции, когда, значит, жители хотят вот этой вот восстановления вот этого, ну, как это называется, какое-то меньшинство, оно хочет получить для себя снова вот этот статус величия, как вот, хотя бы локального абсолютно, получить статус города, увидеть это. Поэтому я не могу это как бы прочитать сейчас. Я пока размышляю на уровне того, что это все равно досуговое мероприятие. То есть это вот красивая аллейка, прогулка и так далее. И для меня концептуализация видится идея как бы туризма там. То есть, которая должна быть вот четкая линия туристического направления, потому что есть задачи, связанные с, это бизнес как раз процессы, связанные с рестораном, связанные с гостиницей, то есть связанные с гостиницами, со спортплощадкой. Ну, скорее, спортплощадка, гостиница – это отдельное направление как бы соцтуризма такого, да, а вот изначально гостиница и ресторан – это как раз-таки есть тот самый, ну, та самая петля, да, то есть вот производство, вот гостиница, приехали, там кемпинг, там провели время какое-то, дальше вот то, что мы должны создать, это какие-то вот экотропы, возможно, пойти этим путем, то есть, ну, я как вот размышляю, потому что таким образом мы как раз даем заказчику ту самую и открываем его ту самую идею в том, чтобы развивать этот регион с точки зрения туризма, то есть, ну, собирать, опять же, да, внимание, магниты, вот эти вот люди пошли. Вот. Если мы это сделаем с историей еще, то есть покажем, что мы это есть история, мы дополнительно как бы дадим этому привлекательность, я считаю. Вот. Привлекательность – это вопрос красоты. То есть это такая штука, которая да, не работает. Это как сидят девушки в ряд, и которые лучше накрасилась, то та, которая красивая, у которой лучше платье, та, которая симпатичная. Это невозможная конкуренция. То есть в этом случае все закрывает, например, стрелка, которая делает универсальные, хорошие европейские решения, которые накладываются на любой пейзаж, и они несут в себе все составляющие, необходимые для комфортной общественной среды. И каждое место становится похожим на каждое место. А ценность, например, одного человека в том, что он такой человек, а не то, что он там типичный как офисный работник. Вот. Он лишен всего, например, допустим, он абстрактный. И вот это такие пейзажи, которые строятся вот таким образом. Когда культурный контекст становится просто придатком, обслуживающим вот эти необходимые структуры. Тогда мы идем просто в историю, где нужно нам поставить какие скамейки, где нам нужно посадить какие клумбы, потому что это все типичная история, и ее делает любой выпускник академии. Мы-то продаем, вот я-то продаю вообще другие штуки. Вот я как, нет, вопрос, понимаешь, у нас должен быть четкий предмет дискуссии. То есть я, по сути, должен продать твои услуги.
То есть ты мне поставил такую задачу. То есть мы как бы идем по пути обмена сейчас, скажем, мнениями, при котором мое мнение, например, рассыпается о твой аргумент, я, так сказать, накапливаю силы, выступаю с новым мнением, то есть как раз развинчиваю. Твой любимый этот пульс. Я понял, да, ты любишь. Ну, так все живое в этом, я не исключение. То есть, и вот это колебание, которое я лично вижу, то есть я действительно я так и воспринимаю, я пытаюсь эту ценность нащупать. Потому что давая тебе, скажем, какие-то задачи, на мой взгляд, ты пока с ними справляешься. Вот. Я сейчас постараюсь найти что-то более сложное, да, в том, чтобы, ну, как бы, потому что концептуально, я обесцениваю концепцию сейчас. Я могу сказать, моя задача это обесценить концепцию. Да, в чем ее ценность круто. в таком случае? Потому что если я могу сказать, что концепцию можно придумать, концепция это вымысел, иллюзия. Люди живут этой иллюзией. Да, это миф. Это миф, естественно. Миф. Тем более в отсутствии носителя. То есть, по сути, мы тогда полагаемся на твою фантазию. Нет. На мой интеллект. Что значит фантазия? Фантазия это просто профанирование. Это опять же история там кто лучше из девушек накрасился. Фантазия это такая же структура, как и красота. У меня логика, которая вытекает из истории. История конкретная. Ты согласен, что история это не фантазия? Культура это не фантазия. Нет, я согласен. Не согласен. Александр Сергеевич Пушкин это не фантазия, это наша культура. Точно такие же контексты мы можем... Александр Сергеевич Пушкин это просто человек. Культура это то, что продукт жизни, продукт творческой деятельности Александра Сергеевича Пушкина. Само то, что он создал, это как бы история стопроцентная фантазия, потому что рассказывает тот, кто выжил, вот, тот, кто еще жив. Ну, ты добавляешь водных, которые заставляют собеседника сразу много факторов, запутался, все, диалог закончился. Ты считал те смыслы, которые я хотел вложить? Ну, ты понял, о чем речь? Я думаю, я к тому, что можно, наверное, так к этому прийти, что ты имеешь в виду, что есть аргументы. Я говорю, то есть ссылаюсь на интеллект, говорят, что я обладаю логикой, ты говоришь о том, что у тебя есть аргументы, которые ты собираешь в ясную картину, связанную как да, это аналитика. Это аналитика. Вот. То есть мы находим то, что ты, почему я говорю фантазия, потому что в определенной степени все есть продукт твоего личного наблюдения, то есть как ты это видишь. Потому что, допустим, ты сам это сказал, что лево-право и прямо может по-разному смотреть. Но это легко считается. Ты не видишь того, что вижу я, например, сейчас. Если я произведу поворот этой чашки, ты увидишь мой экран. Да, для этого я делаю ресерч. Ресерч – основа любого проектирования. И ресерч просто чудовищного уровня. Все, насколько ты можешь выдержать и дотянуться. Максимальный сбор информации, а все вообще. Потом, по клиенту, как он вообще микрореагирует на всякие штуки, как он на раздражающие факторы реагирует. Это не имеет. У тебя сейчас достаточно информации? Вот скажем, у тебя сейчас достаточно информации? Нет, недостаточно. То есть тебе нужно еще раз пообщаться там с ним? Мне нужно посмотреть, как они на вводные отреагируют. Потому что я сейчас столкнул эту ситуацию от микро до макро. Я ожидал, что ты по-другому среагируешь, но ты среагировал по-другому. Ты имеешь в виду то, что ты написал? Да. Даже не это. Я когда выпускал щупальца этой штуки, я смотрел для тебя это создает проблему, и для тебя это создает возможность. Создает проблему. Вопрос в другом, наверное, тоже, чтобы сразу тебе сказать, может быть, вопрос в том, что у меня есть еще некий бэкграунд обязанностей на сегодняшний день, которые у меня постоянно совмещаются. Находясь под прессом этих обязательств, просто могу понимать, что объем информации, который сейчас ты предлагаешь, он еще будет больше. Да. То есть я просто без ничего личного. Я просто защищаюсь, потому что у меня последние несколько месяцев норма 4 часа ночи, 3 часа ночи, ты идешь домой, а в 7-8 утра ты встаешь, потому что надо с кем-то встретиться. Если раньше я просто говорю, много работаю, сейчас еще и выгляжу. К сожалению, поэтому и меня это, я где-то хочу нащупать мне безумно это интересно, мне хочется, подойти к этому со свежестью определенной. А свежесть для меня это даже не отдых, а это выполнение обязательств. Я я могу повлечься, у меня появляется тот необходимый тонус. Я его наращу в ближайшие дни, и мы в этом вольемся уже
по-серьезному. Ну, то есть, сейчас меня устраивает то, что ты, понимаешь, даже то, что ты идешь своим путем, я все-таки, ну, скажу так, как вот я к себе отношусь, я могу прилично так склонить к своему мнению, как я считал всегда, да, то есть то, что у тебя есть своя парадигма, это супер, потому что меня это развивает, мне это интересно, да, то, что ты предлагаешь, я смотрю по-другому. И базово я могу просто прочитать твою мысль, например, спустя там несколько часов, она может у меня просто пройти сквозь, и я пойму ее. То есть я в этом отношении просто, ну, рад. Вот. Так что, если говорить о концепции, просто вернуться к этому, то я начну с того, что я не вижу работы без концептуализации. Мне кажется, это все бессмысленный труд. Знаешь, то есть там чуть-чуть здесь, чуть-чуть здесь. Поэтому мы ее обязательно должны найти. Вот. How much? Ты зачем распинался-то столько? Не, а ты меня спрашиваешь, это очень интересный момент, потому что ты знаешь, ты, наверное, не с тем этот вопрос решаешь, потому что мой как бы подход в этом плане. Ты сейчас как вода. Естественно, я так. Ну вот, ты это уже говорил. Я это говорил и заявил об этом открыто, что я только по объему не вмешаюсь, а как бы по всем остальным вещам я могу свободно течь меняться в любую Вот, сторону. отработай просьбу члена команды. Если бы ты сказал, что мне тебя нужно кому-то продать, Вот им продай, вот а потом мне сделай нормальный ценник. а здесь тогда мне нужно этот самый взвесить. Ну так давай поехали в субботу, я тебя буду продавать там. Вот и все. До субботы тогда нужно Да, нужно. очень много сделать. Да, нужно, да. Нужно подготовиться. Считаю, что нужно быть готовым просто, а потом уже говорить о цене. Я не люблю, знаешь, я не из тех продавцов, которые ни о чем не предложат, а просто. Давай попробуем. Ну, давай попробуем. Вот такая я тебя Какой буду у нас продавать. день сегодня ночью? Значит, Пятница. ну да. Ну, типа завтра. Ну какой-то, вот знаешь, Ну, что-то, мы должны что-то вот просто сказать ему, что вот так вот. И это может быть даже давай попробуем. ручки Давай, ты на видос согласился, я на эту штуку согласился. Да. Я прям люблю, это интересно. Давай попробуем. И тогда, понимаешь, у меня будет материал, и если еще момент, то есть здесь есть еще, ну, Вот это очень правильно, потому что я думал, как ты из тупика выйдешь? господи, Сам себе. ты взял, говори это самый контекст. Клиент. Окей, возложим проблему на плечи клиента. я сейчас сказал ничего подобного. Мне кажется, вот это твой контекст, потому что ты думаешь, что здесь есть у кого-то идея, откуда-то уйти, понимаешь, мы здесь находимся, и мы никуда не уходим, то есть нет никакого тупика. Само, как бы, ну так чуть-чуть, да, скажу, сама идея того, что мы находимся в тупике, значит, что нам есть что терять или что приобрести. Мы на самом деле ничего не теряем и не приобретаем, потому что мы ничем на самом деле не владеем. Поэтому я легко обозначил цену 1 рубль. Я понимаю, ну, я постараюсь тебя продать задорого. Вот. Я серьезно, потому что мне надо тогда в том числе. Ну это же интересно. Это просто какое-то эстетическое художественное пари в каком-то смысле, в котором выигрывают все. Понимаешь, это вот новый подход, потому что ну надо, давай попробуем. Это полный экспром. Это же весело. Абсолютно точно согласен. То есть я думаю, что более того, что у тебя получится, или там вот те даже те аргументы, которые ты приводишь, там город, еще что-то, понимаешь, то есть в это надо въехать просто. Потому что, да. Поэтому я обычно, когда у меня проекты, я очень много говорю с клиентом, очень много. И я много делаю точек присутствия. Очень много. Может, излишне много. Ну, дело ничего лишнего не бывает, если все складывается и идет. Я думаю, что это все у нас даже достаточно. Значит, суббота. Мы с тобой туда едем. Мы везем туда с тобой какой-то концепт. Можешь вообще его рассказать, ты выбираешь, это не я уже. То есть задача наша есть, объем у нас понятен, да, то есть текущий, как бы сказать, уровень там, важности и так далее, тоже всем ясен. Поэтому концептуализируем эту идею, и мы поедем с ней в субботу с тобой разговаривать. Забить. Такой процесс, концептуальное проектирование, это мир, это жизнь, это превосходно. Всем чао-чао. Как называется компания твоя? Сплошной пояс. Особое место. Брависсимо. Это первый видос.